Вот такую прекрасную тушеную курицу с гречневой кашей я сегодня сделал. Смотрите, как аппетитно все это выглядит. А если вы желаете узнать, как это сделать, оставайтесь на моем канале, я вам все покажу. Всем приветик, добро пожаловать на мой канал, добро пожаловать на мою кухню, время готовить. И сегодня я решил что-то необычное для меня самого, но я знаю, что многие так делают, а именно они делают как плов с гречкой. Но я решил сделать что-то наподобие такого, но сделаю тушеную курицу с гречкой, это, вернее всего сказать так. Это обалденно вкусно, потому что я знаю, что я всегда, когда делаю гречневую кашу, я всегда добавляю в воду куриный бульон для вкуса, ну а здесь будет сам куриный бульон, да еще с кусочками курицы. Это будет обалденно вкусно. А чтобы время не терять, пойдемте покажу, что я и как буду делать. А может, я подкину идею, здесь что-то наподобие такого, почему бы и нет. Итак, здесь у меня 2 куриные ножки. Я сейчас порежу пополам. И таким образом мы сейчас немножко пережарим. Вот так. Здесь моя любимая сковородка. Я сейчас включаю газ под сковородкой и налью туда немножечко растительного масла. И сейчас немножко у нас масло подогреется, разогреется, и мы тогда можем добавить туда наши куриные кусочки. Пока у нас курица немножко жарится, мы порежем лук. Здесь у меня 1 луковица. Сейчас порежем и добавим туда курицу. Вот так. Теперь мы отправим туда курицу. И нам немножко курица прожарится, и тогда она даст лучший вкус нашей гречки. Теперь я возьму 3 морковки. Сейчас мы порежем меленько. И тоже отправим туда курицу, немножко пережарится. Из специй, много специй я пользоваться не буду сегодня, потому что я обратил внимание, если много специй добавляю, то специи как-то убивают аромат друг друга. Или даже да, непонятно, что за специи там. Я решил по-простенькому сделать. Из специй добавить только перец, лавровый лист. Иногда, если по-простенькому делаешь, то и вкуснее получается. Вот так. Сейчас курицу немножко Очень хорошо. Теперь добавим сюда сразу же морковочку. Пока там все жарится, я приготовлю нашу зелень. Зелень я посыплю в самом конце. Из зелени я буду пользоваться петрушкой и укропом. Лично для меня зелень всегда придает вкус свежести. Сейчас порежем и эту маленькую мисочку переложим. И тогда из нарезок у меня останется только порезать немножко чеснока. И все это идет в мисочку. Пользоваться будем этим в самом конце. Итак, теперь я взял пару зубчиков чеснока, сразу сейчас порежу, но сразу же я на сковородку чеснок не добавляю, потому что чеснок дает хороший аромат, но в то же время чеснок имеет свойство горчить, если очень рано добавить туда на сковородку. Что надо просто
пользоваться интуицией, когда добавлять чеснок. Но чеснок добавляется практически всегда в последнюю очередь. Вот так. Так, теперь на этом этапе я добавляю сюда чеснок. И теперь на этом этапе пора добавить нашу гречку с водой. Гречка уже вымыта, и это будет готовиться у меня на сковородке. Потихонечку тушиться. Так. И сюда теперь что я добавлю? Я добавлю лавровый лист. Добавлю душистый перец. Так, примерно. Зерна черного перца добавляем. Так. Немного я подсолю сейчас. Много солить не будем, потому что всегда можно добавить соль. Накрываем. Как она у нас закипит, поставим на маленький огонь и оставим тушиться где-то примерно полчаса-часок. Нам торопиться некуда с этим. Итак, как видите, я поменял конфорки под нашей кашей. Смотрите, какая прелесть. Гречка все это изготовилась. Теперь я выключаю газ. Сейчас я помешаю. Так. И я сделаю, как мне всегда мама говорила, накрыть и пускай она потихонечку парится. И где-то через полчасика можно подавать на стол это все. И теперь настало время накрывать. Смотрите, какая прелесть. Каша гречневая получилась рыхлая, и курица хорошо заготовилась тоже. Сейчас красиво так. Вот так. Очень хорошо. Смотрите, как аппетитно все это выглядит. Вот такой аппетитный обед у меня получился. Честно говоря, результатом я очень доволен. И запахи его просто не передать. Итак, сегодня с вами поделился еще одной идеей для ужина или для обеда. Тушеная курица с гречкой. Я знаю, что я смотрел на YouTube, многие такое делали, но я впервые сделал сам. И, честно говоря, что получилось обалденно вкусно и аппетитно тоже. Я надеюсь, что сегодняшнее видео вам дало идею сделать то же самое. А на этой аппетитной ноте хотел с вами прощаться. Моя семья садится за ужин, а вам хочу пожелать самого наилучшего. Берегите себя, берегите друг друга. Всем крепкого здоровья, всем мирного неба, приятного аппетита и пока-пока.